Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте достаточно дорогой для своего времени автомобиль. Это Audi A6 конца 90-х. Машина попала в аварию с общественным транспортом, зацепив автобус правой стороной. При столкновении оторвало переднее правое колесо, и именно им были получены достаточно сильные повреждения кузова. Замяло низ передней стойки, соответственно, досталось и порогу. Вся эта часть ушла вовнутрь в салон, и стойка поднялась вверх. Также пострадало не совсем свежее переднее крыло, досталось капоту, фаре и переднему бамперу. И тут же аудюшку сзади догнала 14-я, замяв задний бампер и крыло в район багажника. Соответственно, раскололся и задний фонарь. Ремонт этот достаточно бюджетный, так как хозяинам были привезены лишь донор, самое дешманское китайское переднее крыло, не совсем в хорошем состоянии передний бампер, передняя фара и задняя фара. Попробуем из этих запчастей собрать машину. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Поставив машину на стапель, сняв торпеду и подразобрав чуть-чуть салон, мы увидели большие складки в районе пола и очень сильную деформацию порога посередине дверного проема. Прорубив под стойкой в полу небольшую дырку, чтобы зацепить крючком, мы выволакиваем этот угол порог-стойка наружу, чтобы можно было в дырку просунуть цепь и, уже обхватив как следует, постараться выпрямить кузов. Вытащив максимально кузов наружу, как это нам было нужно, мы переставили башню стапеля и стали тянуть поврежденный узел уже вперед, приблизительно на 45 градусов. Порог пришлось подрезать с внутренней и с наружной стороны, так как машина достаточно прочная, хоть и прошло более 20 лет с ее выпуска. Вскрыв пороги и окна, мы зубилом подрубаем усилитель в районе складки, чтобы легче было выпрямить поврежденное место. Простукивая складки и сверяясь с размерами, выводим кузов в нужное нам положение. После этого переходим к работе с донором. В хорошем состоянии достался нам донор. Он, конечно, немножко больше, чем нам нужно, но это дает нам возможность вырезать именно такую часть, которая нам нужна. Размечаем и начинаем резать.
Так как с большим куском работать неудобно, мы вырезаем кусочек чуть побольше и уже после этого вскрываем порог и отделяем все лишнее. Вскрыв внутреннюю полость, стало видно, как машина эта законсервирована. Приблизительно слоем в 3-4 мм по всему объему порог пролит консервантом, что-то на основе парафина. Он в достаточно твердом состоянии, но легко снимается зубилом. И мы стараемся весь консервант не удалять, а только в тех местах, где будет проводиться сварка. Вырезая усилитель, мы стараемся делать так, чтобы будущие швы не находились на одной линии, а шли ступеньками. У нас получается внутренний шов порога и наружный находятся друг от друга на расстоянии приблизительно в 30 сантиметров. Отрезав ненужную часть пола, которая находится на кузове спереди, там где ставится домкрат, мы увидели, насколько толстый металл наслоен там в достаточно жирную котлету. Получается там 2-миллиметровых металлов 3 штуки, и они не лежат все зажаты друг к другу, а подходят друг к другу с какими-то зазорами. В те времена явно металл не жалели. Подготовив донора, переходим к работе с кузовом. Отмечаем места будущей сварки и вырезаем поврежденный узел. Получив доступ к поврежденной внутренней части кузова, дотягиваем и дорихтовываем. Так выглядит порог, подготовленный к сварке. На наружном шве приварена подкладка. В районе сварочных работ счищен герметик. С внутренней полости убрали консервант в виде воска. На самой стойке, так как там всего 2 металла, приняли решение делать шов наискось под 45 градусов. Ставим донора на место, сверяясь с размерами.
и начинаем первую сборку. Накинув крыло, стало понятно, что не сделав морды, вварить донора нам не получится. Подняв переднюю часть полки крыла и подрихтовав ее, мы накидываем крыло и выставляем капот, чтобы он закрывался. И тогда смотрим зазоры. По зазорам стало ясно, что стойка лобового стекла находится выше, чем должно быть, миллиметра на 4. Это видно по щели между рамкой двери и самой стойки. Boy, you can't go to school. They went to school in them days in them churches, you know what I mean? You can't go to school, boy, you got to plow the mule. It's come time, March come. Для этого мы опять сняли крыло и дверь. Чтобы не помять стойку, обмотали ее бывшим ремнем безопасности и через специальный блок потянули стойку вниз. При этом подперев среднюю стойку, так как нам не надо было опускать всю правую часть автомобиля вниз, а оставив весь автомобиль в одном положении, опустить лишь стойку лобового стекла. Опустив ее вниз, выставив кузов так, как нам нужно, начинаем обваривать. Полностью обвариваем шов со стороны колеса. Также целиком варим шов в районе передней стойки со стороны салона. В середине дверного проема с внутренней стороны у нас осталась открыта операция для того, чтобы мы могли проварить усилитель. Сначала варим первый усилитель, который имеет форму почти порога, он полукруглый. Накладываем широкую заплатку на шов и обвариваем. После этого варим вертикальный усилитель. Закончив с внутренней стороны, переходим на обварку порога с наружной стороны. Закончив со сваркой, опять начинаем сборку. Так как донорский бампер был без усилителя, нам пришлось восстанавливать не раз уже битый алюминиевый усилитель родной, подгонять немножко кронштейны, подгибать капот и с помощью не первой свежести бампера выставлять зазоры по морде. Морда была сделана в подарок
так как это было больше нужно нам, чем хозяину, потому что мы поняли, что ровные зазоры по правой стороне не получилось бы у нас выставить, не выставив мы зазоры по морде. Убедившись, что все получилось так, как надо, мы опять сняли дверь и крыло, зачистили сварку и нанесли грунты. Сначала кислотный грунт на весь открытый металл, после грунт-наполнитель, швы закрывались полностью, и те, что находятся в салоне, и те, что находятся снаружи. Внутри салона нижний шов, так же как и весь наружный шов, был перекрыт герметиком. После этого во все имеющиеся отверстия был залит мовиль. Так выглядят швы, прогрунтованные и промазанные герметиком. На те места, где в последующем будет проводиться покраска, это порог и стойка, герметик мы не наносили. Закончив с передней частью кузова, переходим к задней. Здесь видно, что сильно замят низ крыла, в районе лючка имеется складка, внутри крыла зажата магнитола. Будем извлекать магнитолу. Изготовив специальный захват, вытаскиваем крыло наружу. Клиент просил особо не измываться над крылом, вытащить его, придать более-менее божеский вид. И самое главное, чтобы появился зазор между крылом и дверью. Меняя положение башни стапеля, изменяя при этом направление вытяжки, слегка подрихтовываем крыло и придаем ему нужный нам вид. Так как мы не имеем ни кронштейна бампера, ни самого бампера в приличном состоянии, мы не можем вывести крыло в ноль. Поэтому, накинув бампер и фонарь, сверяем все зазоры и плоскости с левой стороной. Так как клиент краситься у нас не стал, мы полностью собрали машину. Такой конечный результат наших работ получился. Так выглядит в дверном проеме вваренный нами донор. Дверь легко открывается, закрывается. Ровные зазоры. Достаточно приличные, учитывая запчасти, зазоры по морде. Друзья, напоминаю, мы стараемся снимать для вас интересные видео, а вы в свою очередь нажимайте что-нибудь под видео, пишите комментарии или хотя бы ставьте плюсы. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!